Крушение круизного судна «Александр Суворов». Судно «Александр Суворов» – круизный четырехпалубный теплоход, эксплуатируемый компанией «Водоход» в Волжском бассейне и приписанный к Нижнему Новгороду. Относится к самым крупным советским речным пассажирским судам. Построен в городе Комар на Словакии в 1981 году. Назван в честь русского полководца Александра Васильевича Суворова. В июне 1983 года на полном ходу врезался в несудоходный пролет Ульяновского моста, и катастрофа повлекла за собой большие человеческие жертвы. Судно «Александр Суворов» был передан советскому заказчику Волго-Донское речное пароходство Минречфлота в Ростов-на-Дону, где эксплуатировалось до катастрофы 1983 года. С апреля 1984 года судно было передано в Волжское пароходство, город Горький. А с 2012 года «Александр Суворов» эксплуатируется компанией «Водоход» по маршруту от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода. В воскресенье 5 июня 1983 года судно «Александр Суворов» следовал по маршруту туристического круиза Ростов-на-Дону-Москва. По данным прокуратуры РСФСР, на борту теплохода находилось 438 человек, включая пассажиров, обслуживающий персонал и команду экипажа. В 21 час 40 минут круизный теплоход на полном ходу, вместо предписанного местными правилами плавания судов в Волжском бассейне. Проплывать под третьим пролетом моста лайнер зашел под несудоходным шестым пролетом Ульяновского моста через Волгу и ударился надстройками четвертой палубы об ферму моста. В результате столкновения у судна были снесены рулевая рубка, каюты капитана и старшего помощника, радиорубка и кинозал, в котором в то время находилось более 200 пассажиров. В момент столкновения у теплохода остановились двигатели по причине разрушения пневматических магистралей дистанционного управления. Мост также получил повреждения, что привело к крушению двигавшегося по нему в этот момент грузового состава. 11 вагонов сошли с рельсов, бревна, зерно и уголь, составлявшие их груз, посыпались вниз, в том числе на теплоход. По данным прокуратуры РСФСР, в результате катастрофы погибло 170 пассажиров и 6 членов экипажа теплохода, 49 человек получило телесные повреждения различной тяжести. В сюжете Первого канала в связи с 25-летием со дня катастрофы было сказано, что существуют документы, указывающие на большее число жертв, а количество поступивших в больницы раненых превышало 100 человек. Неопределенность связана с тем, что во время рейса судна «Александр Суворов» был перегружен. Помимо 330 пассажиров, на его борту находились 50 членов экипажа и 35 человек обслуживающего персонала. Также на теплоходе находились знакомые и родственники членов экипажа. После столкновения теплохода с пролетом моста часть пассажиров выпрыгнула за борт. Многие оставшиеся после катастрофы пассажиры прыгали также в воду с целью спастись. Пострадавших доставляли в ульяновские больницы, благодаря своевременному оповещению лечащего персонала и приезду врачей из близлежащих больниц, удалось спасти много пассажиров. Проведенное прокуратурой РСФСР следствие возложило основную ответственность на возглавлявшего во время аварии вахтенную службу старшего помощника капитана, первого штурмана Митенкова. Согласно показаниям свидетелей из числа команды, Митенков фактически устранился от управления теплоходом и занимался в рулевой рубке чтением художественной литературы. Таким образом, он не осуществлял контроля за действиями рулевого Уварова, не обладавшего достаточным опытом для самостоятельного управления судном. По мнению следствия, Уваров по неопытности и невнимательности направил теплоход в несудоходный пролет моста. Привлеченные следствием эксперты отметили, что ошибки рулевого могли способствовать отсутствию на мосту световой сигнализации, которые во время аварии были выключены,
и наличие на шестом пролете будки, схожей своими очертаниями с сигнальным щитом на судоходном третьем пролете. Но с учетом того, что четкая видимость пролетов моста во время аварии составляла около 3 километров, эти факторы не являлись ее непосредственной причиной. Капитан судна Владимир Вениаминович Клейменов в момент катастрофы отдыхал в своей каюте перед ночной вахтой и в управлении судном участия не принимал. После аварии он оказался в воде, но сумел выбраться на берег. На допросе он утверждал, что спас из воды одного человека. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 85 УК РСФСР «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта» в том, что он систематически нарушал требования Устава службы на судах Министерства речного флота РСФСР, не поддерживал на судне надлежащую дисциплину и не обеспечил выполнение устава и других относящихся к обеспечению безопасности нормативных актов к своим старшим помощникам. Также ему ставилось в вину самоустранение от руководства действиями по спасению людей после аварии. Клейменов признал свою вину в недостаточном контроле за исполнением первого штурмана Митенкова вахтенных обязанностей. Устранение от спасательных действий он объяснял психическим состоянием и рекомендацией осмотревшего его врача немедленно обратиться в больницу, но судебно-медицинская экспертиза установила, что капитан не имел тяжелых травм и был в состоянии заниматься организацией спасательных действий. А свидетели показали, что за медицинской помощью он обратился лишь через несколько часов после аварии. Сразу после катастрофы среди населения циркулировали разные версии событий, от пьянства экипажа до преступной деятельности. Специальная комиссия при Гейдере Алиеве расследовала катастрофу. Комиссия предположила 4 официальных версии. Преступная халатность старшего помощника капитана Митенкова. Преступная халатность рулевого Уварова. Преступная халатность железнодорожников, не установивших освещение моста. На мосту не было освещения. На мосту была стрелочная башня, которая была похожа на навигационный знак, который указывал правильный пролет для проезда под мостом. Железнодорожники и моряки ранее спорили об освещении моста, но было предположение, что Алиев защищал министра советских путей сообщения Бориса Бещева и экипаж Суворова. Эксперт доказал, что Митенков и Уваров, погибшие в результате аварии, были трезвыми. После аварии капитана Клейменова подобрали у плотины у основания моста. Поскольку он не смог предотвратить аварию и не обеспечил надлежащего порядка, он был приговорен к 10 годам тюремного заключения, но был освобожден через 6 лет. Он умер от инфаркта в 1990 году. После катастрофы судно было восстановлено. В апреле 1984 года судно было передано в Волжское пароходство, город Горький. С 2012 года Александр Суворов эксплуатируется компанией «Водоход» по маршруту от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода.